Думаю, многие фанаты Черного Клевера знают, насколько спорной была арка Пикового Королевства. В тот момент из-за недовольств читатели разделились на две группы: недовольных стремительно развивающимся сюжетом и его провалами, и тех, кто отстаивал замысел идеи Табаты. Мне, как человеку, занимающимся созданием роликов по данному тайтлу, очень хорошо известна причина этого недовольства. И несмотря на то, что будучи в группе защиты, неоднократно обговаривая эту тему в роликах и в комментариях под ними, в общей картине ситуация особо не менялась. Однако сейчас большая часть хейта в сторону Клевера уменьшилась, и к его прочтению вернулось огромное количество ранее недовольных. Но что же произошло? Какое действие автора Черного Клевера смогло спасти сюжет? Сегодня об этом и поговорим. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. После окончания эльфийской арки и битвы с Загредом нас встретило многообещающее зарождение новой арки Королевства Пик, перед началом которой большинство и без того сильных персонажей прошли тренировку в Королевстве Сердца и в итоге столкнулись с первыми противниками в виде темной триады. И каково же было удивление читателей, когда ранее продемонстрированный опасный противник в действительности оказался невероятно силен. Ведь одной из темной триады, Ванике Загратис, без труда удалось одолеть Лала Пичику, Ноэль и Нера вместе взятых. И это несмотря даже на то, что девчонки из отряда черных быков, да и не только они, изучив руническую магию, стали значительно сильнее. Проигрыш Асты и Яме, хоть и не технически, и победили в противостоянии Данте, одержимого Люцифера, но в конечном итоге, потратив все силы на этого противника, они уже ничего не смогли сделать Зенону. Так что даже проиграв, Данте все-таки добился своей цели, а именно забрать необходимый катализатор для ритуала Древа Клипот. Про стычку с Зеноном в Королевстве Клевер я вообще молчу, так как помимо проигрыша любимчика Манны Юна, половина членов отряда Золотого Рассвета была убита. Новые противники оказались намного сильнее, нежели чем Дьявол Загрет, при том, что персонажи все же стали сильнее, что в свою очередь сподвигло наших героев к новому росту, как моральному, так и касательно силы. Так мы получили невероятные тренировки Асты с вице-капитаном Черных Быков, которые подарили нам просто поразительную новую дьявольскую форму ГГ и Липия, многократно повышающие возможности Астера в грядущих сражениях. А Юна и Ноэль в свою очередь достигли святой стадии, способной полноценно противостоять 100% освобождения дьявольской силы темной триады. Все эти улучшения подогревали наш интерес к эпичной битве протагонистов и злодеев в Королевстве Пик. И поначалу матч-реванш шел так, как надо. К нашему удивлению, Магна собственными силами сразил Данте, продемонстрировав, что даже такой человек, не одаренный мощными магическими способностями, благодаря упорной, тяжелой работе способен тягаться даже со столь сильными противниками. Далее Аста в битве с Лилит и Наамахом полноценно продемонстрировала свою силу и также рассказывает о проблемах новой формы. Бой Зенона и Юна также не уступал по эпичности сражения с его соперником, поскольку помимо раскрытия родословной Гринбериала, что уже очень интересно, нам показали шикарный твист с появлением его собственной настоящей магии звезд, объясняя, что все это время Юна использовал магию одного из погибших близнецов эльфа Лихта. Бой с Ваникой и Мегикулой продемонстрировал невероятное стремление Ноэль, Рила, Шарлотты, Гаджи и Нозеля в уничтожении Дьявола Проклятия. Ведь здесь герои буквально жертвовали своей жизнью для того, чтобы наконец-таки победить противника, сумевшего насолить почти каждому из них, одними из которых были Рил, Гаджа и Шарлотта. В этом самопожертвовании и заключалась вся проблема, которая вскоре вызвала много недовольства у большинства читателей этого тайтла, ибо Гаджа буквально пожертвовал своей жизнью для того, чтобы влить всю силу в последнюю фатальную атаку, а Рил с Шарлоттой все еще были живы и могли сражаться только благодаря заклинанию Вальгаллы. Я хоть и против смертей просто направо и налево, но проблема в том, что сам автор подал повествование в главах таким образом, что кто-то
из этих троих обязательно должен был погибнуть. Но после к месту сражения прибыла Мимоза с абсолютной магией исцеления и вылечила не только капитана рыцарских отрядов Клевера, но и почти испепеленное тело Гаджи со смертельным ранением. Вот только в этом моменте недовольство только зарождалось, ибо в битве с проявлением верховного дьявола Люцифера фандом Черного Клевера окончательно раскололся на два лагеря. Проблема заключалась в том, что Люцифера не оправдал ожиданий большинства и даже меня, хотя я все еще по сей день защищаю этого дьявола. Подробно на эту тему я говорил в отдельном ролике про всех дьяволов в Черном Клевере, так что кому интересно, можете посмотреть. Недовольство читателей вышло к своему апогею из-за несоответствия ожиданий и достаточно быстрому ускорению повествования. А ведь совсем недавно, до того как была создана элитная группа магов для борьбы в королевстве Пик, нам лично говорили, что проявление в верхнем мире части силы Верховного Дьявола может стать концом всего человечества. И на деле, спустя несколько рокировок оппонентов, этот пафосный противник был побежден. Суть проблемы была даже не в его проигрыше, а в том, что Верховный Дьявол Гравитации не был раскрыт как один из королей преисподней, ибо на его фоне даже Данте провел больше манипуляций с магией гравитации, нежели тот, от кого исходила данная сила. Да, Люцифер применял гравитацию для того, чтобы избежать атак искривлением пространства и массивной гравитации во время присутствия короля дьявола. Но это совсем не тот уровень силы, который мы ожидали от Верховного Дьявола. К тому же о самих дьяволов в арке, где там и тут были порождения преисподней, про самих дьяволов было сказано очень мало информации, что только усилило и без того нарастающее недовольство. Однако после выпуском одной главы Табата свел на нет почти все эти недовольства, вернув большинство читателей обратно. 331 глава своим внезапным сюжетным поворотом с появлением Люциуса Загратиса закрыла множество сюжетных дыр и хейт в сторону Черного Клевера, ведь продемонстрировала истинного антагониста, которого мы так долго ждали и хотели увидеть в битве с Люцифера. К тому же, как оказалось, пока протагонисты сражались за спасение человечества в другом конце материка, основной антагонист, дергающий за ниточки, все это время сидел в их родном королевстве Клевер. Появление четвертого Загратиса сопровождалось очередной демонстрацией башни с часами, которые тут и там фигурировали в некоторых страницах на протяжении всего сражения в королевстве Пик, подтверждая тот факт, что антагонист все это время отматывал время для того, чтобы герои смогли одолеть противника, с которым ему на тот момент справиться было не под силу. Так объясняется и ускоренный ход повествования, так как было многократно зафиксировано влияние на временную линию. И вместе с этим объясняется даже отсутствие смертей, поскольку Люциус, отматывая время, выбрал самую удачную для его плана временную линию, чтобы герои смогли выполнить поставленные им роли. Ибо не став Мимозы сильнее, умерли бы не только Гаджа и Рил, но и другие персонажи, которые выигрывали время для главного героя. Так что именно таким образом, сделав сюжетный поворот, автор смог спасти Черный Клевер. И вы только представьте, как сильно будут взволнованы фанаты этого тайтла, когда выйдет продолжение аниме. Кстати, про долгожданный выход Черного Клевера у меня также был отдельный ролик. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось. И несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.